в рамках итогов визита Владимира Путина в Китай, и там прозвучали как вопросы по поставкам силы Сибири-2, так и по сотрудничеству Китая и Росатома, Газпрома, поставок нефти. На твой взгляд, вот давай подведем какие-то итоги энергетические визита Владимира Владимировича в Пекин. Ну, давайте так. Многое было понятно по составу делегации нашей российской, которая сопровождала Владимира Владимировича. Понятно, что не президент России будет подписывать договора с хозяйствующими субъектами, и раз уж там Алексея Миллера не было, ну, понятно, что по силе Сибири пока еще не все до конца очевидно. Да, прозвучали комментарии пресс-секретаря нашего президента о том, что почти все согласовано, осталась маленькая деталь, цена. Я думаю, что вокруг этого вопросов еще будет много, потому что, понятно, желание Китая заявить, что а куда вы еще можете поставлять, только нам, я самый большой, дайте мне быстро на самую низкую на свете цену. Понятно, что будет достаточно флегматичный ответ со стороны «Газпрома», ну, хорошо, размышляй, это не тебе деньги вкладывать в строительство вот этой огромной, на самом деле, по протяженности ветки. Нас пока, в общем-то, и так... Вот Сахалин в следующем году даст дополнительные объемы. Поступили новости о том, что строятся лупинги вдоль первой силы Сибири, параллельные трубопроводы для того, чтобы увеличить объем поставок. Там соглашение на увеличение к 38 проектам еще на 6 миллиардов кубометров есть. Вот это мы уже понимаем. Наверное, так в велосипедном спорте это называется сюрпляс. Кто первый дрогнет, тот и проиграл. Здесь борьба идет только за ценовую формулу, я думаю. С Монголией, как с транзитным государством, все согласовано. Монголия будет в любом случае рада получить возможность развивать энергетику не только за счет угля, но и за счет природного газа. Вот чего в Монголии не было, того не было, так что только обрадуется. Россия в этом случае обрадуется тому, что планы строительства гидроэлектростанции на реках, впадающих в Байкал, можно будет отложить в дальний ящик. Да, это вроде бы по всем расчетам рисков для Байкала быть не должно, но Селенга самая крупная река, которая впадает, и, конечно, такие риски не хотелось бы. Вроде бы у нас с зимними осадками все в порядке и нам всего хватает, но лучше не рисковать. Поэтому пусть лучше будет возможность строить газовые электростанции, тогда все будет хорошо. А если Росатом вернется к отложенному, к сожалению, проекту разработки месторождения, у нас в Забайкалье, оно фактически те же геологические структуры уходят на территорию Монголии. Проект был, в 90-е годы остановили, поскольку денег не было. Ну вот, может быть, еще к этому вернуться, и будет в Монголии еще и атомная электростанция, и тогда реки трогать точно не стоит. Посмотрим. Китай почему-то решил, что он может переждать, хотя вроде бы только что приезжал мистер Трамп. Ситуация достаточно наглядная. Есть Ормузский пролив, есть Малакский пролив. Дональд Трамп только что продемонстрировал, что он потренировался блокировать Ормузский пролив. Задумаются ли китайские товарищи, что станет следующим проектом Соединенных Штатов Америки? Ну, пусть размышляют. А если серьезно, то поставки сжиженного природного газа в Китай на минимуме. Связано это, разумеется, с тем, что на полную мощность вышла сила Сибири, чуточку увеличилась собственная добыча. Удалось все согласовать со странами Центральной Азии. Напомню, что система магистральных газовых трубопроводов Центральной Азии и Китай 3 ветки. Сейчас они все наполнены газом, а это еще 50 миллиардов кубометров проектная мощность. Так что ну, Китай более-менее сам с собой вполне сбалансировал. Есть и, на всякий случай напомню, что в прошлом году было введено в строй в общей сложности около 100 гигаватт угольных электростанций. То есть этим энергетическим ресурсом Китай отнюдь не пренебрегает, несмотря на огромные объемы ввода солнечных и ветровых электростанций. Видимо, в Китае очень хорошо помнят, что для объединенной энергосистемы очень важна диверсификация видов генерации. Одновременно строятся угольные электростанции, газовые, солнечные, ветряные, атомные, гидроэлектростанции, гидроаккумулирующие электростанции. То есть Китай действительно очень большое внимание уделяет
своей энергетической системе, снижению углеродного следа, но не за счет того, что закрывают угольные электростанции, а за счет того, что вводятся в строй новые со значительно меньшей нагрузкой на окружающую среду. Идеология в этом направлении достаточно проста. Угольная электростанция должна давать нагрузку на окружающую среду, не превышающую нагрузку от газовой электростанции такой же мощности. Так что у них все достаточно сбалансировано, хотя цены на уголь немножко поднялись. Чуть-чуть. Впереди лето. Китай, видимо, оценивает, каким может быть спрос, и поэтому немножечко увеличил объемы запасов. Стоимость энергетического угля поднялась почти на 10% за это время. Не в связи с Ормузом, а в связи с тем, что для Юго-Восточной Азии лето тоже период большого серьезного спроса. Борис, спасибо. Давай тогда, наверное, обсудим тему соседа Китая, Казахстана. Туда буквально в понедельник прилетает руководитель, генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси. На мой взгляд, визит такой достаточно по-моему, не анонсированный ранее. Прилетает он с 25 по 27 число, то есть аж на 3 дня. На твой взгляд, с чем связан вот этот визит Гросси в Казахстан? Давайте вместе поразмышляем, что мы знаем о атомной программе Казахстана. То, что с площадкой номер 1, с атомной электростанцией номер 1 вопросы решены и заканчиваются геолого-инженерные изыскания, проверяются почвы и так далее, процесс идет. Точно заявлено, что в Казахстане будут строить еще одну атомную электростанцию большую, крупную, гигаваттного класса. Чуть южнее атомной электростанции номер 1, давайте их по номерам просто, чтобы было более-менее понятно. Причина, почему именно там самый большой дефицит электроэнергии на юге Казахстана, вот для того, чтобы не только полностью удовлетворить спрос, но и иметь какой-то запас. Что есть энергоемкие проекты, растет население, пусть лучше будет запас, энергетика вообще так удобнее. И вот здесь визит Гросси, давайте вместе размышлять. Как известно, консорциум по строительству атомной электростанции номер 1 возглавит Росатом. Судя по всем сообщениям от Министерства энергетики Казахстана, консорциум, который будет строить атомную электростанцию номер 2, возглавит китайская государственная корпорация CNNC, China Nuclear National Corporation. Да, понятно, о чем мы все сразу начинаем думать, о бетоне, о том, какие замечательные будут реакторы и так далее, и так далее. Но все, что касается атомной отрасли в любом государстве, определяет государственный регулятор. Это подписи государственного регулятора разрешают начало строительства, и те, кто эти подписи ставит, должны понимать, какая ответственность на них лежит, несмотря на все то, что предлагают различные компании и вендоры, те, кто предлагают свои технологии атомные, отвечать будет государственный регулятор. Его подпись весит значительно больше, чем так на первый взгляд кажется. Это они будут отвечать за уровень безопасности, за долгосрочный уровень безопасности. Не должно быть так, что первые 10 лет в атомной электростанции все будет в порядке, потом у нее грунт начнет проседать, и вот здесь все остановится, и вынуждены будут проводить какие-то аварийно-спасательные работы. То есть государственный регулятор атомной отрасли – это тот орган, который имеет право сказать компаниям, конструирующим атомным электростанциям, нам вот здесь вот эта часть проекта не нравится, проект строительства атомной электростанции, но он обычно не очень большой, где-то так размером с книжный шкаф. Если вот говорить про белорусскую атомную электростанцию, 12 тысяч страниц. Там очень много чисел, которые надо проверять и проверять, а что будет, если изменится водный режим, а что будет, если изменится температурный режим, а какой предусмотрен график в том случае, если появляются какие-то сейсмические волнения, и еще около 100 тысяч вопросов. Здесь мы что видим? Если так совсем грубо, наш флагманский проект ВВР-1200, мы про него все знаем, у нас все хорошо в наших головах. В головах тех, кто будет работать в государственном регуляторе Казахстана, далеко не все ясно. Они хотят видеть почвы, они хотят понимать, как будет выглядеть вывод мощности и еще много-много вопросов. Со стороны Китая, вероятнее всего, будет их флагманский проект HPR-1000.
Он же Дракон-1, он же Хуалун-1, называют по-разному, но для государственного регулятора важно, что это HPR-1000, водоводяной реактор электрической мощностью 1000 мегаватт. Ну и вот здесь это две совершенно разных технологии, две совершенно разных атомных идеологии. ВВР-1200 мы видели, это ловушка расплава, как страховка за проектных аварий, то есть что проектом никак не предусмотрено, что может закончиться так же, как на атомной электростанции Фукусима-1, расплавом ядерного топлива, вот страховка. У китайских атомщиков совершенно другая технология, там по-другому выглядит комбинация пассивных и активных систем защиты с тем, чтобы расплав никуда из корпуса не исчез ни при каких обстоятельствах. Ну и теперь ставьте себя на место регулятора. Практически одновременно предлагают две вот таких настолько разных технологии. Это огромная нагрузка, и мне кажется, что несмотря на то, что конкретной программы визита господина Гросси нет, многое будет направлено именно вот в эту сторону, чтобы государственный регулятор смог действительно качественно оценить все риски, все преимущества, все недостатки двух этих проектов практически одновременно. Это кадровое усиление государственного регулятора, потому что специалисты для государственного регулятора – это не построить две роты солдат, теперь вы, государственный регулятор, шагом марш на работу. Нет, это годы подготовки. И то, что Гросси едет в Казахстан именно сейчас, пока идет этап геолого-изыскательских работ, мне кажется, это достаточно профессиональный подход. Если речь будет идти именно о кадровом усилении конкретно государственного регулятора, то это правильный подход. Специалистов нужно готовить годами, может быть, отправлять на какие-то стажировки в другие страны, чтобы набирались опыта, может быть, какие-то есть у МАГАТЭ специальные курсы под это. Мне кажется, что если направление будет вот в эту сторону самого визита, то это очень правильно, это очень вовремя. У Казахстана есть время, пока не начаты работы на самой площадке, время подготовить тех, кто правильно оценит проектную документацию и задаст правильные вопросы по правильному поводу. Ну и еще, обычная программа визитов представителей МАГАТЭ в Казахстан достаточно одинакова, да, она интересна. Оценить новости добычной отрасли Казахстана как главную кормящую структуру всей атомной энергетики планеты, все ли в порядке на месторождениях, есть ли новые проекты и так далее, и так далее. В обязательном порядке посещения банка низкообогащенного урана. Это достаточно уникальный проект, просто потому что он международный. Это действительно запас топлива для тех невероятных случаев, когда у какой-то из стран на каком-то атомном энергоблоке вот просто закончилось топливо. Вот что делать дальше? Не волнуйтесь, в банке все есть. Банк изначально был предложен Казахстаном, это международная инициатива. Но с самого начала МАГАТЭ присутствовала, вся система гарантий, касающаяся договора о нераспространении ядерного оружия, вся инспекция, все было на месте. Но проект изначально был международным с участием Казахстана, России и Украины, потом и отпало по понятным причинам, там сейчас не до атомной энергетики. Но запас содержится в виде обогащенного фторида урана, это газ, для того, чтобы удобно было его затем преобразовывать в топливные таблетки и так далее, и так далее. То есть, как бы наготове, но не сказать, что там щелчком пальцев. Связано это с тем, что для разных типов электростанций требуются разные тепловыделяющие элементы, тепловыделяющие сборки. Поскольку это на Ульбинском комбинате, то, разумеется, визиты представителей МАГАТЭ – это и топливный завод, завод по фабрикации ядерного топлива, китайские инвесторы, но при этом технологии производства ТВС французские. Это исторически так сложилось. Все реакторы второго поколения на территории Китая по французским технологиям. То есть здесь связка достаточно плотная. Это не значит, что Китай работает по французским технологиям. Патенты, лицензии на эти проекты сделаны. Разумеется, специалисты в Китае их меняли так, чтобы это максимально подходило для условий работы в Китае. Но тип топлива остался тот же. Завод в Ульбе вышел на проектную мощность 200 тонн топлива в год, тепловыделяющих сборок, квадратных, западных. Это много. Так скажем, если брать гигаваттный реактор,
водно-водяной, то на год ему требуется 20 тонн свежего топлива. То есть вроде бы как 200 тонн, число небольшое, но тем не менее это, так скажем, свежее топливо для 10 реакторов. Ну это серьезно, по-любому. И я думаю, что если говорить о проекте атомной электростанции номер 2 по китайским технологиям, то есть все основания полагать, что Казахстан топливо для атомной электростанции номер 2 у себя дома будет у себя дома топливо и делать. Росатом, конечно, здесь на всякий случай ни при чем. Если посмотреть, как выглядит все на документах, ну, на основании документов, есть китайский заказчик, есть казахстанский производитель топливных таблеток, ТВЛов, самих трубочек, ТВСов, сборок этих трубок. А вот там, где должен быть раздел про то, кто, собственно говоря, урановую руду обогащает по содержанию урана-235, там какая-то звездочка стоит, видимо, откуда-то с неба все это приходит. Это сделано на всякий случай, потому что угар антироссийских санкций велик. Если говорить в рамках легендарного Министерства среднего машиностроения, то здесь связка никуда не делась. Уран добыли на территории Казахстана, отвезли в Ангарск, обогатили по урану-235, вернули, и дальше Ульбинский завод работает. Топливные таблетки у него отменного качества, надо отдать должное. После появления границ нам потребовалось, наверное, с десяток лет, чтобы выйти на такой же уровень качества, какой казахстанские специалисты обеспечивали. Но я думаю, что будет очень много разговоров вокруг проектов атомных электростанций не только по части самих атомных технологий, но и по всему, что связано с выводом мощности и с сетями. Пример Белоруссии тоже известен. Там по рекомендациям МАГАТЭ к проекту была приглашена Всемирная ассоциация компаний операторов атомных электростанций. Есть такая, ВАО, Всемирная ассоциация компаний операторов АЭС. Это практики, сугубые практики, те, кто эксплуатирует непосредственно атомные электростанции, те, кто знает, как должна выглядеть ситуация, те, у кого много опыта по тому, как какие решения в каких странах принимали, в том числе и по всем решениям, связанных с так называемым постфукусимским кодексом безопасности. Ну, такой живой пример, если мы о Минске говорим, приехали из московского офиса Всемирная ассоциация, у нее традиционно есть несколько офисов в разных регионах, головной считается в Лондоне, но на самом деле все региональные работают достаточно независимо, вот московский это Восточная Европа и, соответственно, Азия. Может быть, подразделение появится в Пекине, поскольку там строительство все больше становится. Они прибыли в Минск, они посмотрели на проект, тогда все еще только строилось, показали белорусским специалистам, что система обеспечения собственной потребности в электроэнергии, атомная электростанция это всегда потребитель, работают насосы не только для самого реактора, но и в бассейнах выдержки и так далее. И сказали, смотрите, вот здесь у вас, да, 2 ввода электроэнергии, но они идут через одну подстанцию, а посмотрите, вот здесь коллеги сделали через 2 подстанции, а вот здесь вообще через 3. На всякий случай. Понятно, что маловероятно, что подстанция, которая находится не на территории, подстанция, работающая в самой объединенной энергосистеме, возьмет и выключится. Но они вот решили сделать 3. А вот здесь решили сделать 2. Белорусские специалисты еще раз все оценили, сказали, да, будем делать 2, сделали 2. Они практики, то есть они действительно понимают, как сделать так, чтобы при любых самых невероятных ситуациях, там, замерз Гольфстрим, тряхнуло все горы сразу и упал метеорит одновременно, у атомной электростанции все должно быть в порядке. И когда мы рассуждаем о проектах атомных электростанций в Казахстане, в основном речь идет о выводе мощности, 2 реактора ВВР-1200, 2,4 гигаватта, это много, как их вывести, как обеспечить бесперебойную подачу потребителям. Если говорить о проекте второй атомной электростанции, HPR-1000, 2 штуки, еще 2 гигаватта, тоже много вопросов с выводом мощности, но будет возникать вопрос, как гарантировать энергообеспечение собственных потребностей атомных электростанций. И вот здесь возникает вопрос. Сказать, что у Казахстана очень плотные сети в районе озера Балхаш, язык не поворачивается.
напомню, север и юг Казахстана разделены целым поясом пустыни и полупустыни, и там все очень ограничено. И здесь возникает вопрос, а как страховать? Предположим, что что-то запроектное происходит, но не должно быть перегретым топливом, не должно быть допущено взрыва, должно быть обеспечено электропитание. Понятно, что есть набор таких решений на самой атомной электростанции, дизельные электростанции стоят на всех атомных электростанциях, они разнесены. После истории с Фукусимой, где они стояли в одном помещении, которое смыло в буквальном смысле одной волной, теперь уже в разных точках, но все это по нормативам МАГАТЭ рассчитано на 10 суток. После этого должно прийти питание извне. И при условии, конечно, что атомная электростанция не работает, просто потребляет электроэнергию. На примере Запорожской АЭС мы видели, что можно подготовиться так, чтобы атомная электростанция Запорожская умудрилась продержаться 28 суток, а не 10, в 3 раза дольше. Но это все равно временное решение.